Сегодня мы вернулись снова к пересадке. Спасая эпифилиум, так называемый. Этот цветок мне достался от моей подруги. И он у меня стоял долго на балконе, цвел шикарно просто, и он и сейчас цветет. Но у нас, вот покажи, глянь какой. У меня на заставке Какая этот, красота. да, у меня на заставке есть этот цветок. Но все равно ты красивее меня. Спасибо еще раз. Ну, не важно. Важно то, что я хочу спасти его, потому что он стоял на балконе и очень долго не пересаживался, ребята. Я, конечно, виновата перед своей подружкой. Моя подруга умерла от рака, она долго боролась с ним, но, к сожалению, как говорится. И вот это осталась одна память у меня от нее. Я его люблю, этот цветок, но он у нее, видно, долго не пересаживался. И у нее тоже он стоял на балконе. Он, по-моему, такой выносливый, но мне что-то его жалко оставить на зиму. Корни хорошие, запах, конечно, не очень. Ну, старая земля, пахнет сыростью. Я его не заливала, но и не сильно любила поливать, наверное, не знаю. Любила его, но или забывала, или считала, что у меня недостаточно опыта с ним. Вот, ну как-то, не знаю. Ну, хочется его спасти. У меня, правда, в квартире уже нету места для него, но найду. Зимой он будет стоять у меня в полумраке, не сильно буду поливать. Вот сегодня его пересажу, удобрю. То же самое, вот. Посыплю ему корневин, вот такой вот. Это по-русски корневин, а по-немецки вюрцель-активатор. То есть он наращивает новые корни, помогает, и все. Его просто в землю насыплю. Тут надо 20 миллиграмм на 5 литров. Ну, как раз вот одну упаковку. Просто видно, у него будет стресс. Он и так он стрессует у меня. Сейчас я его еще сухие пообрезаю, что тут может быть сухим. Ну вот. Смотрите, как мне его тяжело держать. Он тяжелый достаточно. И вот у него подсохли. Что не нужно, отрежу. Я думаю, к весне он как зацветет. Ну, он и сейчас цветет почему-то. Я не знаю почему. Но он так цвел мощно. Видно, хочет меня порадовать. Еще раз. Давай продолжим. Вот, может быть, и не буду, может, и не буду активатор сыпать. Посмотрю сейчас. Если корни здоровые, что его сыпать, правильно? Ну Сейчас. да. Сейчас мы А его... цветов немало, один только на весь куст. Не, ну он последний, ну как, его уже, он же цвел, хватит. А это просто, видно, решил, вспомнил, что надо мне еще один раз цветочек подарить. И вот подарил. Вот такой вот. Поставлю я ему землю хорошую, вот уже намешала. Тут и лечуза, и, ну, в общем, все, что положено для кактусов и суккулентов. Ну, такой вот. И немного земли питательной. На питательную землю я кинула уже на низ горшка, насыпала и кинула. Сейчас мы его перевернем, потрусим. Вот так вот. Надо его еще тут немного Ну, посмотрите, конечно, жалко это растение. Оно уже видно, что оно не молодое. Он у моей подружки был, наверное, ну, лет 5 точно. Сколько я его помню. Так у нас пару лет еще тоже. Ну да. Я его не пересаживала. О, нечаянно отрезала. Ну, у меня много уже. Я сделала заменители. Вдруг, думаю, не выживет. У меня много листьев я отсадила, пересадила. И они уже давно укоренились. И мы будем, если что, все равно он останется. Вот. Много этих сухих листьев. Старые.
маленький дедушка кактус. И листья уже немножко, как они теряют тургор. Я его хорошо полью сегодня или завтра. Посмотрю на его поведение. Ну, сегодня я добрая, может быть, и сегодня полью. Полей, полей. Если много цветов будет, будем продавать. Кого? Ну, не знаю. На улице, да? Возле Валя. магазина. Газетку расстелим и Да. будем продавать. Ты будешь продавать, давай? Ладно, а ты покупать будешь? Ну, ты же знаешь меня, я люблю покупать цветы. Ну, может, кому-нибудь подарим. Я вон девчонкам подарю, которые мои подружки в Германии живут. И я им подарю. Им тоже, правда, девать некуда цветы, но, как говорится, подарок есть подарок. Подарок. давайте мы щас Обменять немножко- на что-нибудь, Валя. Мы немножко отвлечемся сейчас. Надо его пересаживать. Я уже сейчас поставлю горшок. И все. Посадим. Цветочком ко мне посадим. Вот. Ну вот корневин, корень хороший. Я все смотрела за кадром, так сказать. Вот сейчас еще тоже обрежу потом. Сначала засыпем землей. Ну, он потерял тургор, потому что я его не поливала специально перед посадкой. Ну, к зиме надо готовиться. В любом случае, на балконе у нас все равно будет очень холодно. У нас в Швейцарии зима бывает до минус 15, самое большее, что я помню. А так, и то в горах. Я, бывает, зимой тоже выношу растения, потому что бывает очень тепло, балкон застекленный. Вот. И, конечно, приходится. Вдруг не хватит земли, я что-то переживаю. Так, я возьму больше стакан. Ну, это земля специальная, будем так говорить, рыхлая. Он заслужил, этот цветочек. Я его полью, наверное, все-таки корневином. И то, что у меня нету специального антистресса, он все-таки большой для пересадки. Ой, что не хватит. Ну, так вот на растение столько земли уходит. И времени. Но самое главное, что потом уборки еще вот никто не показывал, все, кто пересаживает растения в эфире, никто не показывал, как бывает за кадром. У нас вот и пылесос уже стоит наготове, и веники, и ведра, потому что все равно земля просыпается. Надо было бы тебе показать. А зачем? Ну, Кому это интересно, грязные, смотреть полы? И земля, которая сейчас на выброс готовится. У нас специальные контейнеры есть возле каждого дома для зеленого, ну, для отходов. Вот траву косят, все, мы сортируем мусор, и в том числе сортируем вот этот мусор, где отходы пищевые. Туда мы можем и землю высыпать. Тут все подрасчитано, так сказать, для сохранения природы. Мы не батарейки, ничего, мы все сортируем, так сказать. Ну все, в принципе. а хватило земли? Может, намешать еще? Не, хватило. Чуть-чуть вот это высыплю, Ну, высыпай. потом этот помою. И придется опять покупать. Грунт для кактусов у нас кончился. Посмотрим. Завтра собираемся ехать во Францию. Сделаем вам обзор хороших растений там. Потому что я люблю во Франции растения. Там действительно можно купить
и уникальные растения. Ну, однажды купила, но он был с трипсом. Немножко поспорила с продавцами, и они мне уступили, потому что действительно было дороговато растение. Вот. У меня уникальных нету, как вот, если бы я жила в России, конечно, я бы на Авито покупала, но в связи с санкциями я не могу сейчас вот где-то по всему миру купить эти растения. Таиланд не высылает на Швейцарию. Почему-то вот у нас считается, потому что у нас почта дорогая, и видно невыгодно продавцам высылать сюда растения. И вот мы мыкаемся по всем странам, снимаем, особенно в Германии. Ну все, в принципе, цветок готов. Продолжим чуть-чуть позже. Мы его сейчас снимем, поставим. Сейчас займемся пересадкой, размножением. Растение называется эпипремнум. Где он у меня? Вот он, нашла. Эпипремнум пинатум вариегатный. То есть он с одной стороны вариегатный. Вот листик покажи ближе. Вот. Вот это красивый. А другой пошел в зелень. Не Ну, вот. я знаю почему. Ножницы дезинфицирую. Вот таким вот. Ну почему, объясни? Что? С другой стороны зеленый. Значит, света недостаточно было. А, Кто-то долго мне делал свет. мгм. Не знаешь, кто? Нет. Я не знаю. Вот он такой длины вырос у меня и растет, и растет. На все воля Божья, Валя. И вот растет и растет. Гляньте, сколько. А жалко ж выбрасывать. Вот это зеленая часть у меня. Я его в первую очередь вот так вот прям сделаю. Потому что... Почему я это так делаю? Потому что вот у него на начале листа вот такой вот был минт. Как вот минт. Интересный, с дырочками. Ну, надеюсь, может быть, он пустит еще такие вот корешки. То же самое делаю, не жалею, потому что жалеть, когда он растет в длину и лист мельчает. Это некрасиво. Я не люблю такое. Вот он у меня постоит, я его сегодня полью хорошо. И пусть он растет вот с этой стороны. Я переставлю вот эту лесенку туда и сделаем лучше тому, кто красивее. Правильно? Кто красивый, тому и, так сказать, карты в руки. Конкурс. Всем Вот. надо, Валя, равноправие. Ну, у моих цветов я вот эту вот сейчас тоже кочерыжечку. Но зачем она мне нужна? Она мне не нужна. Тут еще более-менее. Вот так. И тут вообще, ну что, никакой красоты. Ну, пускай, может быть, он одумается. Ну, навряд ли. Пускай хотя бы так стоит для красоты. Мы его вот так отставим. Так, я приготовила кучу вода, как их называют, емкости. И буду резать. Значит, мы отступаем от вот этого узла. Тут уже корень как бы намечается воздушный, ну, сантиметр примерно. Но я сделаю больше, потому что я его буду ставить в воду. Вот так примерно. Сантиметр, 2 сантиметра тут не нужно. Тут вот так. Сейчас мы их быстро начикаем. Тут вот так. То есть оставляем узлы. Никого не учу, ребят, потому что я сама, как бы сказать, еще мало опыта. Ну, то, что знаю, я с этим хочу поделиться. У него вот уже как корешки есть. Такие вот. Покажи ближе. Вот они. Ну да, вон. Как корешки есть. Ну, я думаю, что он не погибнет. Ну, во всяком случае, у меня есть... Были у меня случаи, что растение погибало в воде. Я не знаю, чему это, что это способствовало. То есть я сегодня пока посажу в воду. Завтра посмотрю на них и подумаю, и, может быть, я посажу в мох. Мха у нас, слава богу, вон в лесу полно. Пойдем обдерем весь лес от мха. Вот там лесок.
Там столько мха, только я не понимаю, где спагнум мох, а где такой мох. А вот воздушный корень, уже готовое растение, в принципе. Ну, не должно оно погибнуть, и красивое. Вот. У меня много эпипремнумов, ну как много, ну достаточно. Они хорошо растут, в принципе, на все хорошо реагируют. Ой, что я, вот этот зеленый я потом отдельно посажу. Может, он надумается, скажет: о, куда я попал, где мои вещи. Тут чуть мало отрезала. Это. Конечно, потом можно знакомым подарить, у кого мало хлопот, добавить, подарки сделать. Мало тебе, Да, что я ругаю, еще что-то знакомые, чтобы ругали. А ты не ругаешь, ты неправду говоришь. Ты меня, наоборот, вдохновляешь. Надо завтра во Франции снять лицо твое. Вдохновленная. Вдохновленная, привдохновленная. Ну, вот так вот посажу их. Листики наверх. Вот так. Чем-то бы закрепить по-хорошему, но пока не знаю, чем. Вот они будут падать. Это не пойдет. Мы, наверное, вот сюда узенько посадим. Сегодня добавлю сюда таблетку угольную еще, потому что я сейчас не нашла. Здесь угольные таблетки не часто я вижу в аптеках. Ну, они по-другому как-то называются, но все равно. Так, этот я тоже отдельно посажу, потому что у нее корень хороший уже, воздушный. Вот так мы его сейчас букетиком сделаем красивым. Поставлю тебе на обеденный стол и будешь наблюдать, контролировать рост корней. Заведу дневник. Главное, чтобы ты завел дневник. Я не знаю, я не завожу дневники. Есть люди пишут дневник, когда полил, когда это. У меня все экспромтом. Когда над ними трусишься, я помню одно растение, думаю: ой, ну, помирает так помирает, пускай. Оно взяло, как начало жить. Ну, видно, назло мне решило ожить. Вот такой вот букетик собрала, вот сюда его, вазочку в эту стеклянную помещу. Один уже ушел, не хочет. Надо будет воды долить. Вот. Красивый лист появляется-то. Ну ладно, ничего, бывает. Теперь сюда нальем, посадим верхушечку и вот эту корневую. Я думаю, они быстренько начнут себя проявлять. Это отходы. Теперь у меня от эпифилиума осталось немножко, так сказать, это вот уже больной. Пускай. Некоторые эпифилиум я сажала прям в землю, и он укоренился. Но этот надо его, чтобы просадить в землю, он без воды долго стоял. Я его просто поставлю пока в воду, он чуть-чуть наберет тургор, я его в землю воткну. Дальше у меня, это мы сейчас уберем, вот это вот нарежу и все. Мне надо будет стаканчик, где-то у меня был стаканчик. Вот такой стаканчик. И мы в него нарежем вот этого зеленого. Пускай будет какой-то другой сорт. Ну что делать? Света мало ему было. Это вот шутки шутками. А, конечно, для растения... Он у меня еще стоял в темном углу. Как-то так вот у него получалось. Даже летом к нему не попадало
много света. Ну, это моя вина прежде всего, конечно. Потому что, надеюсь, он может сам вырастет на русской авось. Вот. Сегодня я опять как хирург, да? Ой, отрезала листик. Поторопилась. Вот тут уже воздушный корень есть. И вот два их. Вот так хирурги на операции. Поторопилась. Не ту ногу. Лишнее отрезала. Да? Ну, бывает. Ну, конечно. Я была на операции, у меня на ноге была. Так я, наверное, месяц оттирала, там было написано левая нога. Ну, чтоб не резать ее. А на правой была правая нога. Как будто что-то другое там могло быть. Нет, наверное, сюда маленький стаканчик я помещу. Это я сейчас так поставлю. И все, и мы начнем убирать. И на этом съемка закончена. Ждем следующих выпусков. Хорошо. Сейчас убираем. Столько мусора.